Ну вот название доклада там написано. Значит, поскольку, как выяснилось, надо общаться с аудиторией, поднимите, пожалуйста, руки те, кто знает, кто такой Цукерберг. Хорошо, а кто не знает? Ну, я не вижу отсюда, мне прожекторы бьют в глаза, поэтому все равно не видно. Хорошо, а Франкенштейн? Ну, тоже, да. А Флеминг? А кто не знает, кто такой Флеминг? А кто думает, что Флеминг — это автор романов о Джеймсе Бонде? Хорошо. Я не буду про Флеминга рассказывать. Вы погуглите «Флеминг пенициллин». Это на самом деле хорошая история. Про нее интересно почитать. А я попробую поговорить про место науки в современном обществе. Более точно, даже не про место науки, а про то, как она воспринимается. И как люди, которые наукой занимаются, себя в этой ситуации ощущают и, так сказать, ну, что можно пытаться делать. Сейчас будет комикс. Это на самом деле, конечно, не история науки, но тем не менее, так сказать, там, в эпоху Возрождения вот были какие-то люди, которые чем-то занимались, время от времени обещали своему курфюрсту сделать философский камень, и он им там отваливал немножко денег, или там составляли ему гороскоп, и тоже он им отваливал денег или не отваливал, в зависимости от того, насколько гороскоп был хорош. Но вообще-то было такое занятие для одиночек. Они как-то знали немножко друг друга, немножко взаимодействовали с властью и никак не взаимодействовали с обществом. Потом наука стала становиться модной. Ну, вот эта картинка, как в светском салоне демонстрируют электричество. Ею заинтересовалось государство уже в таком массовом и серьезном государственном масштабе. Это, если я правильно понимаю, Ломоносов показывает Екатерине и ее вельможам что-то. Нет, не в хорошем смысле. И как-то это постепенно развивалось. Потом оказалось, что джентльмен, который читает «Таймс», должен понимать эти карикатуры. А чтобы понимать эти карикатуры, он должен понимать, кто на них нарисован. То есть он должен был, если уж не прочитать происхождение видов, то хотя бы знать, про что там написано, и понимать, вот, чего в этих карикатурах смешного. Еще время проходило, и, по-видимому, пик популярности науки и ученых пришелся на 60-е годы, причем и в Советском Союзе, и в Европе, и в Соединенных Штатах. Вот эта такая картина называется «Физики». Вот она такая очень романтическая, замечательная. И, казалось бы, все очень хорошо, да? Наука захватывает общественное мнение, ясно, что наука — это хорошо, ученые делают что-то замечательное. Там, в 60-е годы действительно там чудесные фильмы про это снимались. Там, я не знаю, если кто-то помнит, «Понедельник начинается в субботу» Стругацких, такая абсолютно романтическая сказка. А параллельно началась другая линия. Слева это книжка про Франкенштейна, справа это книжка «Остров доктора Моро» Уэллса. Вот они, главные герои этой книжки уже в кинематографе 20 века и даже, наверное, 21-го. Значит, слева, вот, собственно, Франкенштейн, справа один из этих самых существ с острова доктора Моро. Ну и постепенно мы дошли до образа сумасшедшего ученого. Вот я, готовясь к этой лекции, узнал, что, оказывается, даже такая фигурка Лего есть. Ситуация полностью разошлась, да? Но вот слева настоящие ученые, которые занимаются, в общем, довольно скучным делом. Да, один из них говорит, что данные говорят, что клетки производят белок гамма-3b, подтипа гамма-3b. А второй говорит, давайте, так сказать, проверим это после ланча. И это правда, это примерно так и выглядит. А справа картинка из кино, который данные говорят, что мы открыли лекарство от рака. А правый, значит, с пистолетом говорит, это очень есть хорошо, но теперь давайте мне сюда вашу пробирку. Ну и вот чем они занимаются, эти люди. Вот они колют кукурузу, почему-то чем-то голубым обычно. Помидор, картошку совсем замучили. И даже колют мясо. Да, вместо того, чтобы вот растить поросяток со своими детьми, а потом вместе с детьми коптить колбасу из этих поросяток, они занимаются каким-то таким ужасным делом. Ну вот что у них получается. Это просто красивые картинки. Это на самом деле ни зачем не нужно, но они действительно красивые. А вот эти картинки уже более серьезные. Я прошу прощения за качество слайда, потому что на этих картинках на самом деле неправда. Вот слева не гмошный помидор, потому что гмошных помидоров в продаже нету. А кукуруза геномодифицированная, она вот не выглядит как распущенные бусы из бирюзы. Вот эта кукуруза настоящая,
Ну, вы знаете, да, это был не вопрос, это был риторический вопрос. Значит, слева это ее предок, а справа это обычная кукуруза, выведенная обычной селекцией. А вот эта кукуруза, она на самом деле тоже выведена обычной селекцией. Это не генно-модифицированная кукуруза, это называется стеклянное сокровище, сорт выведен в 2012 году, обычной селекции можно заказать на Амазоне и посадить. А вот это уже никем не выведено. Да? Это мемы из интернетика натасканные. Да? Если пойти в Гугла и в поисках картинок набрать ГМО, то пойдет что-нибудь такое. Это и там огурец с ножками, или банан, значит, который с хвостом скорпиона, или клубника, которая вас кусает, или, ну, в общем, тут все нарисовано. ГМО зло. И это все на самом деле игрушки. Да? Это красивые интернетовские мемы, к ним можно относиться как угодно, это весело, прикольно. Вот правая картинка на самом деле уже довольно злобное злоупотребление, потому что оно как бы намекает, что вот эти вот ужасные люди, они до человека доберутся. И очень трудно вот такому напору информации противостоять даже человеку, в общем, здравомыслящему. Проблема здесь в том, что человеческий мозг — это такой специально эволюционировавший орган для поиска закономерностей. И он ошибается в сторону пере, чем в сторону неда. Ну, потому что если вы сидите в пещере и слышите шорох в кустах, и вы думаете, что там тигр, вы убежали, это хорошо, если там был действительно тигр. Если там был не тигр, то вы там прервали какие-то важные занятия, это плохо. Но если вы услышали шорох в кустах, подумали, что ничего особенного, а там таки был тигр, то вы проиграли. И мозг заточен на то, чтобы перепредсказывать. А из этого возникает очень много разных сложностей, когда мы пытаемся понять, что происходит вокруг нас. Но типичный, так сказать, пример — это ошибка выжившего. Моя сестра вылечила кота гомеопатией от чего-нибудь, не знаю, что там у котов бывает. Все, чудесно. 47 человек, у которого сестра лечила кота гомеопатией, кот сдох, про это никогда не написали в Фейсбуке. Да, классическая история, что дельфины выталкивают тонущих людей на берег. Они действительно поддерживают на плаву, потому что это водные млекопитающие. Если кто-то ранен, они его действительно поддерживают на плаву. Но не в сторону берега, а куда получится, потому что водным млекопитающим берег, в общем, ни зачем не нужен. Но просто те, кого толкали в другую сторону, никогда про это не рассказали. Множественное тестирование. Даже очень маловероятные события происходят, если вы повторяете много-много-много попыток. Выкинуть подряд 10 раз орла, ну, мы знаем, 1000 примерно будет вероятность, но если вы этот опыт сделаете 1000 серий, ну, таки да, одна из них попадется. А дальше репортируют только та, которая получилась. Вроде бы все правда, да, я кинул 10 раз монетку, 10 раз выпал орел, это правда, я действительно кинул и выпал. Но я просто не рассказал про 999 неудачных попыток. Голуб Гиша, люди, которые не любят науку, такой стандартный стиль, за минуту произносится там 5 очень сильных, абсолютно ложных утверждений. Для того, чтобы соврать, достаточно 15 секунд. Для того, чтобы объяснить, что это вранье, нужно 3 минуты как минимум, я пробовал. Значит, в любом телевизионном шоу человек, который пытается разоблачать вранье, оказывается неминуемо проигравшим. Это невозможно сделать кусочками по 15 минут, пока у тебя есть микрофон в руках, пока его не отобрали. Ну, там журналистика. Но опять я переведу на всякий случай. Значит, слева написано, что мы разрушили 10% раковых клеток в хвосте крысы. Заголовок «Рак вылечен». Справа написано, мы не вылечили рак, мы просто немножко продвинулись вперед в будущее, к будущей терапии рака. Написано, что изобретено путешествие во времени. Опять-таки, погуглите 3-ю часть этого комикса, ее нельзя показывать. И в результате оказывается, что занятие просветительской деятельностью, оно на самом деле оборонительное. Мы не можем ограничиться тем, что мы рассказываем что-то интересное, а мы вынуждены противостоять, с одной стороны, напору какой-то псевдонауки и псевдожурналистики, потому что профессиональный уровень журналистов упал ужасно. Да? Даже те, кто из них, кто не хочет врать сознательно, они просто не в состоянии отличить лжи от правды. Ну и, с другой стороны, напору, так сказать, просто клерикализма и обскурантизма, который тоже там и в телевизоре, и в школах, и где угодно. И в результате оказывается, что это существенно влияет на то, как мы пытаемся рассказывать про науку. Потому что вместо того, чтобы рассказывать что-то интересное, мы, во-первых, должны воевать, а это на самом деле противоречит тому, как ученые нормально общаются. Они общаются очень жестко, но при этом человек, который не сообщает какие-то важные факты, которые опровергают его теорию, становится изгоем. Да, считается, что это нечестный способ полемики. Ты должен сообщать все, в том числе и то, что работает против тебя. Опять-таки, в телевизоре так поступать нельзя. И с другой стороны, что просто очень трудно сделать, вместе с интересными и красивыми фактами надо сообщать
то, откуда они взялись. Надо залезать довольно глубоко в технику и экспериментальную, и в технику того, как про это думать. Да, вот как эти выводы делаются. Это на самом деле просто очень трудно придумать, как это хорошо и интересно сделать. Но вот Андрей Анатольевич Железняк, совершенно выдающийся лингвист, сказал замечательную вещь. Он сказал, что вот... прочитайте, на самом деле, я не буду зачитывать, всем видно. Это очень глубокая мысль, как раз вот ей 10 лет исполнилось, так случайно совпало. Но с другой стороны, есть интернет, а в интернете есть имхо. И английское имхо — это еще ничего, in my humble opinion, да, по моему скромному мнению. А российское имхо — это, между прочим, имею мнение, хрен оспоришь. И у нас выбор, да, вот с одной стороны Андрей Анатольевич, а с другой стороны вторая часть этой цитаты, что в эпоху интернета авторитеты расплываются. И уже непонятно, вот кто что сказал, да, популярный блогер, такая же крутая фигура, как Андрей Анатольевич Железняк, ну просто потому, что он популярный, да, его много народу читают. Но это разные примеры, мне не разрешили показывать, кто эти люди, но... Андрей Анатольевич написал целую книжку, да, вот, когда чужие люди вторгаются в ее собственную науку, он безумно мягкий человек, там, я его чуть-чуть знаю, но вот он написал целую книжку про то, как люди манипулируют с этимологией, да, с происхождением слов, вот, там, хронологией и всякими такими вещами. Но в результате оказывается, что мы в значительной степени проповедуем перед обращенными. Что люди, которые ходят слушать популярные лекции, которые смотрят эти лекции на Ютубе, которые читают хорошие научно-популярные книги, это люди, на самом деле, они так все знают. Им не надо объяснять, им это интересно, но это не двигает нас в сторону вот общества. А с другой стороны, рядом, вот тоже гик-пикник будет через 10 дней, пожалуйста, на Change.org можно подписать петицию. Потому что с той стороны напор идет очень жесткий. Это мне опять не разрешили показывать, кто этим занимается. И дальше возникает вопрос. Смотрите, значит, есть средства массовой информации с репутацией ниже плинтуса, но очень популярное. Ну, там, телевизор. Должен ли ученый идти на ток-шоу, понимая, что он там будет в меньшинстве, что его с большой вероятностью переорут, и вообще успеет ли он что-нибудь сказать? Должен ли человек соглашаться, если его приглашают на интервью вот в одно из этих чудесных изданий? И научное сообщество, на самом деле, по этому поводу довольно сильно расколото, потому что никто не знает, как правильно. Значит, есть люди, которые считают, что это единственный способ достучаться до широкой аудитории, и бог с ним, пусть там пишут все, что хотят, но вот в моей колонке все будет правда. Я отношусь к другой категории, я понимаю глубину этого противоречия, я не знаю, что с ним делать, но я боюсь, потому что мне кажется, что невозможно удержаться, это цитата из Честертона, невозможно удержаться на одном и том же уровне зла. Если ты попадаешь в клоаку, то неминуемо, как бы ты ни ограждал вот свою чудесную колонку, брызги до нее донесутся, и с этим сделать ничего нельзя. И я не знаю, как решать это противоречие. С одной стороны, мне страшно уютно читать мои лекции для 300 человек, которые все замечательные. А с другой стороны, я понимаю, что где-то живут 30 миллионов, для которых это как раз и было бы существенно. Есть люди, которые умеют с этим работать, совершенно замечательно. Вот это, например, чудесный сайт, который объясняет, как вреден дигидрогенмоноксид. Вот он вызывает ожоги, он вызывает мутации, нельзя рыбу ловить в, значит, водоемах, которые содержат большое количество дигидрогенмоноксида. На всякий случай все понимают, что это такое, да? H2O. Вот. Я потом в кулуарах могу про это еще анекдот рассказать. Есть еще чудесная книжка Саши Соколова. Почему так, очень хорошая книжка, очень разумная, почему такая картинка? Потому что эта книжка обычно лежит не в разделах биологии, а в разделах вот того про рептилоидов, значит, страшный вред от вакцины и всего прочего. Да? Вот он, значит, таким способом туда проникает. То есть люди, которые пытаются с этим бороться, используя те же самую технику мемов, и вот такой, ну, штирлицы такие, да, они совершенно замечательные, я очень им завидую, что у них получается это хорошо делать. И вопрос, который на самом деле стандартно задают, который очень правильный, а вот человеку что делать? В интернете говорят разное, в телевизоре, ну, в лучшем случае говорят разное, да. Там, любая уважающая себя программа, если она приглашает биолога, то она обязательно пригласит какого-нибудь антивакцинатора, антигмошника. Ну, просто потому, что есть точка зрения, что все, значит, есть такая идея, что все точки зрения должны быть представлены. Это если хорошая передача, если плохая передача, что там биолога не будет. Универсальных рецептов на самом деле нету. Ну, то есть, более точно, может быть, есть, я их не знаю. Что можно советовать?
Ну, смотрите на репутацию, да, если что-то вам рассказывают, но в первую голову посмотрите, а кто вам это рассказывает. Если вы там что-то прочитали, там увидели в телевизоре, ну подумайте, а вообще вот телевизор это что? Там, если вы что-то прочитали в газете, прикиньте, что это за газета. Если это что-то малоизвестное, да, если вы там, ну, там какой-то заранее репутации сложившейся нет, посмотрите на контекст. Если на одной странице написано, что вакцины вызывают аутизм, а на следующей странице написано, что люди произошли из рептилоидов с планеты Нибиру, ну, наверное, первую страницу можно уже не читать. Компетентность – вещь, которую очень трудно сейчас оценивать, потому что всякий уважающий себя человек является членом какой-нибудь академии. Вот меня представили как члена Европейской академии. Откуда вы знаете, это хорошая академия или это у нас во дворе мужики собрались? Тем не менее, если речь идет о человеке, который называет себя ученым, ну хотя бы посмотрите, какие статьи он опубликовал и где. Стиль. Заполошенным голосом обычно ничего разумного не сообщаются. Добирайтесь до первоисточников. Значит, если вы прочитали новость, ну посмотрите, откуда она пришла, даже если вы не читаете по-английски, но хотя бы это был научный журнал или что-то. Ну и кроме того, ученые спорят, я уже с этого начинал. Есть ученые и ученые. Там, титул академика не означает, что это разумный человек. Можно быть доктором биологических наук и свихнуться на почве какой-нибудь, ладно. Вот. Ну вот, все.